Конничева, Ириза дес. Наступила весна, вместе с этим прошли первые полгода моей официальной работы в японской компании. Как веб-дизайнер на новом месте, в новой стране и, в общем-то, как новичок во многом, я постоянно сталкиваюсь с разными переживаниями и сложностями. О них и поговорим в этом видео. Но для начала... Юш, торжественное распитие сакурного напитка объявляется открытым. Сейчас мы находимся на крыше здания Ginza Six. Помимо того, что это место расположено в моем любимом районе, это также одна из моих любимых смотровых площадок в теплый период. Отсюда открывается хороший вид на небоскребы, в том числе и на дома разных брендов. Tiffany, Hermes, Gucci. Район Гинза популярен как раз таки из-за того, что здесь можно приобрести продукцию любых брендов. Ну и отсюда открывается прекрасный вид. Сидела я сейчас себе и что-то начало падать мне на голову. И тут, ну-ка, внезапно я замечаю, что там что-то цветет. Это цветочки. До того, как переехать в Японию, я уже работала дизайнером, но графическим, а не веб-дизайнером. И вы можете спросить меня, в чем здесь разница. А я отвечу, что разница в том, что именно ты создаешь. Как графический дизайнер я часто работала с полиграфией, с визитками, открытками и постерами. А как веб-дизайнер я создаю сайты и разрабатываю электронные баннеры. Фактически, программы и навыки схожи, но знания и цели при создании дизайна разные. Так что, когда я пришла в мою новую компанию, я чувствовала себя полным новичком. И это не говоря уже о том, что я была только-только выпустившейся студенткой университета. Сегодня мы немножко поговорим о тех проблемах, с которыми я сталкиваюсь как иностранка в японской компании. И таких проблем на самом деле несколько. Одна из них связана, естественно, с языком. Да, это номер один, японский язык. И я знаю язык, я сдала экзамен по японскому языку на уровень N2. При этом я думаю, что знаю его уже лучше. Я собираюсь сдавать уровень N1 в этом году. Но достаточно это или нет? Это хороший вопрос. Для работы в целом достаточно. У меня не возникает никаких проблем в коммуникации с коллегами, не возникает никаких проблем в понимании тех задач, которые передо мной ставятся. Но я очень часто встречаю незнакомые слова, особенно какая-то специализированная лексика, связанная, например, с косметологией. У меня маркетинговая компания, но мы сотрудничаем с разными другими компаниями, например, с косметологическими, да, с различными клиниками, и когда во время какого-нибудь собрания общего начинается разговор о какой-нибудь процедуре, которую я мало того, что сама не проходила, так еще и впервые слышу это слово, конечно, у меня мысли в разнобой. А на таких, естественно, собраниях обычно идет опрос, там спрашивают идеи, брейншторм и так далее. И когда обращаются ко мне, я как единственная иностранка в моей компании думаю, что я могу с этим сделать? Какой кошмар. Ну и, конечно, я испытываю смущение, стыд и неопределенность. После каждого такого собрания, когда я не смогла на что-то ответить, моя самооценка медленно опускается на дно. Да. Проблема номер два, она связана в основном с тем, что я как иностранка знаю определенный иностранный рынок и не понимаю японский рынок пока что. Так как я живу здесь всего 3 года, а японцы живут здесь всю жизнь, естественно, они выросли на продукции одних компаний, я на продукции других компаний. И когда мы даже просто анализируем рынок, кейсы и так далее, я не настолько быстро собираюсь с мыслями. Я не могу сходу назвать какие-то удачные рекламные кейсы, не могу сходу назвать какие-то определенные японские компании. И опять же, это проблема, с которой я сталкиваюсь во время своей работы, во время общих собраний и так далее, потому что мои коллеги вынуждены спрашивать меня: Элиза, а ты вообще знаешь, что это такое? Я отвечаю: к сожалению, нет. Но, к сожалению, нет, я думаю, будет длиться не вечно. Во-первых, это мой первый рабочий год. У меня с марта начинается первые полгода, когда я могу брать отпуска. Вот, кстати, это отдельная тема для видео. Если просто коротко, то отпуска в Японии начисляются так.
Полгода ты, естественно, работаешь и не имеешь права на отпуск. После этого полгода ты имеешь право на отпуск, но первый год твоей работы у тебя 10 отпускных дней. На второй год твоей работы у тебя 11 отпускных дней. На третий 12, потом 13, 14 и вот так вот плюс один отпускной день, пока мы не дойдем до той базовой нормы, которая базовая норма в России. Да, то есть, ну, примерно вот 28 или 26 отпускных дней в Японии у тебя может быть как максимум. Больше этого ты не получишь. Вот. А меньше этого вообще запросто. Переходи в новую компанию, снова начинай с 10. Вот поэтому в Японию и некоторые иностранцы, которые думают только о хорошей работе, да, и уже, например, жили в странах типа Европы, в которых еще может быть и развита их специальность очень хорошо, да, они не думают о том, чтобы переехать в Европу именно с точки зрения работы. Скорее, с точки зрения какой-то жизни, нового опыта, да, а с точки зрения работы, work-life balance не очень здесь хорошо развит, если честно. Третья проблема, которая у меня была, когда я начала работать в моей компании, но она была не потому, что я иностранка, а потому что я это... Хотя, ладно, 50 на 50, много чего повлияло на мою жизнь. Это техническая проблема. Когда я приехала в Японию и начала работать в японской компании, у меня была техника, которую я приобретала себе сама. До этого я работала уже в 2 русских компаниях, российских, и в них... Я бы не сказала, что мне приобретали оборудование. Ну вот в одной из них был стационарный компьютер, но, знаете, такой себе для дизайна стационарный компьютер. В другой вообще ничего не было. И то же самое с программами. Да? Когда мы говорим о дизайнерах, мы говорим о людях, которые умеют использовать определенные программы, чтобы создавать веб-дизайн, графический дизайн. Весь дизайн, который можно создавать, создается на основе определенных программ. Вряд ли используются скетчи, ну, как бы за редким исключением, я бы сказала. В современном мире в любом случае дизайнеры используют программы. Так вот, я не могла, как дизайнер, быстро делать какие-то проекты, потому что у меня очень медленно работал ноутбук, очень медленно работала программа. Или я могла использовать не тот быстрый способ, который уже есть на основе какой-то функции внутри программы. Я должна была искать какие-то обходные пути. Вот. Это было очень большой такой проблемой на самом деле. Но когда я пришла в японскую компанию, они оплатили мне сразу год использования этих программ, а я еще тогда не устроилась на постоянке. Я устроилась на подработку, и мы обсуждали уже возможность получения визы в дальнейшем, но еще не настолько на 100% все было. Мне сразу компания все оплатила. И в какой-то момент, когда мой доисторический ноутбук сломался, моя компания также оплатила мне покупку нового ноутбука. И, в общем-то, когда сломался мой ноутбук, и когда моя новая компания приобрела мне новый ноутбук, я поняла, какая была ключевая разница между, скажем так, хорошей компанией, которая готова вкладываться в работу своих сотрудников, дизайнеров, и не очень хорошей. Наверное, здесь вопрос даже не Япония или Россия или какая-то другая страна. Здесь вопрос того, какое руководство и того, какая компания, потому что не везде есть деньги на все это. А мне ноутбук, который приобрели, да, он, изначально не самый дешевый. Я думаю, что в компаниях, в которых я работала ранее, даже если бы встал вопрос о покупке ноутбука, они бы скорее старались найти какой-то бюджетный вариант. А здесь меня просто спросили, какой ты хочешь? И они купили мне его сразу же. Но я даже не сказала, какой хочу. Я спросила, какой хороший. Спросила у своих коллег. И мне сказали Apple. До этого я использовала только виндовские ноутбуки. Но я что, дура, чтобы отказываться от ноутбука Apple. Я такая, хорошо, Apple, так Apple. Все. Ну и я работаю с ним. И я понимаю, какая-то большая разница работать на нормальной технике и быстро работать со всем этим. Или медленно и на очень старой технике. Вот. И, собственно, я рада, что у меня теперь получается так работать. А теперь вопрос, собственно, что дальше? Я уже преодолела определенные трудности, которые у меня были связаны с работой. Я уже привыкла к тому, что у меня сейчас, к той жизни, которая у меня сейчас. Я наконец-то переехала из шейр-хауса в нормальное помещение. Назовем его просто нормальным помещением. Вот. Я живу в центральном районе Токио, прямо рядом с станцией Токио. И я, собственно, могу дойти пешком до нее. И это, наверное, ключевая моя радость, потому что вот сравнивая с тем, что было раньше, и то, как я все это время училась, работала, и то, насколько нормально была для меня та обстановка, какая была раньше,
с тем, что есть сейчас, я понимаю, что это огромный скачок наверх. Это прям, да. И, наверное, вот по части вот этого всего вопроса моей работы, места для проживания и вообще каких-то финансов, по крайней мере, все эти вопросы у меня сейчас закрыты. Я этому очень рада. Не знаю, хочу перекреститься, плюнуть куда-нибудь, ну вот примерно как-то так. И это забавно, потому что сравнивая с прошлым годом, когда я была счастлива в личной жизни, но не очень счастлива в рабочем плане, потому что я как раз-таки в прошлом году находилась в активном поиске работы и вообще не была уверена, останусь ли я в Японии, ну, если не найду хорошую работу, конечно, да, то сейчас я не совсем счастлива в личном плане, но я счастлива в рабочем плане. И тут ключевой вопрос, а где лучше? И что из этого лучше? Но пока что я думаю, что все хорошо. Все идет нормально. У меня уже запланировано очень много целей на этот год, включая экзамен Норёкшикен. Я хочу добить японский язык до конца, прям добить. Я хочу поучаствовать в марафоне, который пройдет 4 апреля. А еще я собираюсь много путешествовать, пока что внутри Японии, потому что есть очень много мест, которые я не могла посещать все это время. У меня на самом деле был очень хороший пример одной девочки, с которой я училась в университете по обмену, и вот эта вот очень хорошая девочка, она очень много путешествовала, но не потому, что она была какая-то богатая, она просто пока училась в университете по обмену, очень много подрабатывала, и деньги эти использовала как раз на путешествия. Она ездила туда-сюда, одна, не одна, использовала каждую возможность, потому что она четко знала, что она будет жить всего 1 год в Японии, и после этого вернется в свою страну. А я была не настолько решительна, потому что я собиралась остаться в Японии, а для этого нужны были средства. А на путешествие тоже нужны были средства. Вот. И я рада, что теперь, наконец-то, благодаря работе у меня будет возможность путешествовать. Возможно, пока не так уж и далеко, ну, потому что, да, отпускные, да, дни, их не так много. И я даже не могу взять их сразу как неделькой. Нет, у меня будет возможность по чуть-чуть их брать. Ну, это другой вопрос, я об этом подумаю попозже, да. Вот. Но у меня будет возможность посещать новые места. И я буду ей активно пользоваться в этом году. Я тут поняла, что у меня все с цветочками. Камера с цветочками. Напиток сакурный. И цветочки над головой. Какая прелесть. Вот так. Одна из особенностей Японии, которая мне нравится, это то, что маленькие святилища можно найти повсюду, даже на крыше торгового центра. То есть они есть буквально повсюду, но при этом, когда ты спрашиваешь японцев, религиозные ли они отвечают нет. А все потому, что для них религия уже больше культура, нежели строгая вера. Кстати, вон там, где-то вдалеке, я вижу что-то очень красивое. Вы тоже это видите? Вот там прям, если прям очень сильно присмотреться, есть где-то море. Прям маленький такой кусочек. Вот тут вот. Видно же. И последний интересный факт на сегодня. Это видео я снимаю как раз за день до масштабного токийского марафона, который ежегодно проводится в самом центре города. Из-за этого вся обстановка в округе, все декорации были связаны с бегом. И для меня это не просто интересное обновление города. В этом видео я уже упоминала, что я собираюсь участвовать в одном из марафонов Токио. Он будет проходить во время сезона цветения сакуры, и я надеюсь, что все пройдет хорошо. Ну а дистанцию на мой первый в жизни марафон мы выбирали в моем телеграм-канале, так что если тебе интересны подобные темы, подпишись. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. И не забудь подписаться и оставить комментарий под видео. Я только начала снимать ролики, так что твоя поддержка очень поможет развиваться моему каналу.